Она всю свою жизнь ждала, когда у нее появятся собственные дети, и теперь будущая мать мчалась в родильное отделение после того, как, наконец, состоялись повторные процедуры ЭКО. Но после того, как врачи сказали ее мужу покинуть палату, она почувствовала себя совсем одинокой, а потом поняла, что, возможно, это к лучшему, что его там нет. Прежде чем связать себя узами брака с любовью всей своей жизни, Крейгом Качински, пара обсуждала свои надежды стать родителями. Как только они поженились и навели порядок в своем доме, они решили, что наконец-то готовы. Но, как это часто бывает, у жизни были другие планы. После целого года попыток Кэрри так и не забеременела. Сначала она отбросила свои опасения, но в глубине души тихий голосок подсказывал ей, что это ненормально. После одной особенно бессонной ночи она решила сделать решительный шаг. Она записалась на прием к специалисту по бесплодию для них обеих. Она должна была знать. Когда врачи-репродуктологи сообщили, что пара не сможет иметь детей естественным путем из-за различных заболеваний, Качинские были в отчаянии. Их мечты о том, чтобы маленькие ножки топали по дому, внезапно рухнули на землю. Но они были не из тех, кто так легко сдается. Кэрри старалась сохранять позитивный настрой, но однажды реальность обрушилась на нее с новой силой. Тест снова оказался отрицательным. Слезы ручьем лились из глаз Кэрри, когда она обдумывала все возможные варианты. Они не могли взять еще один кредит на повторный курс ЭКО. Они едва могли позволить себе первое лечение. Они не могли продолжать это делать. Затем она узнала новость, которая изменила все. В 2013 году один из старых друзей Кэрри связался с ней через Facebook. Кэрри была очень рада получить от нее весточку после стольких лет, но она не понимала, почему та обратилась к ней после столь долгого перерыва. Кэрри была настроена подозрительно. Она знала, что что-то происходит, но никак не ожидала, что та попросит ее об одолжении. Пара отчаянно хотела завести детей, поэтому, когда Кэрри узнала, что ее подруга, с которой она жила отдельно, беременна, она не могла не почувствовать укол ревности. Старые подруги продолжали вести светскую беседу, рассказывая о том, как складывалась их жизнь. Было странно, что ее подруга внезапно обратилась к ней. Затем Кэрри узнала причину этого. Подруга Кэрри открылась и объяснила, что она действительно не смогла бы справиться с еще одним ребенком. Они с мужем испытывали эмоциональные и финансовые трудности. Они не планировали снова забеременеть. Затем она обратилась с неожиданной просьбой. Когда Кэрри сообщили, что она надеялась, что Качинские усыновят ее ребенка, она была в восторге. Но она никогда не могла представить, какие последствия могут последовать. 28 февраля 2014 года в больнице штата Огайо родились близнецы Ада Лин и Кенна. Кэрри и Крейг не могли дождаться, когда впервые увидят своих малышей. Однако они проявили благоразумие и решили усыновить детей только на пробной основе. Затем, через год после начала судебного разбирательства, Кэрри позвонила биологической матери и сообщила кое-какие новости. Кэрри и Крейг не сомневались, что хотят быть мамой и папой близнецов до конца своих дней. Но когда они рассказали биологической матери о своих планах, она призналась супругам, что ей было очень тяжело растить других своих детей, еще одну пару близнецов, которые по случайному совпадению родились ровно на год раньше, в тот же день, 28 февраля. Кэрри узнала интонацию своего голоса. О чем именно она просила? Кэрри и Крейг почти не колебались, когда их спросили, готовы ли они взять еще двоих близнецов. Они хотели иметь большую семью и были достаточно обеспечены финансово, чтобы содержать одного из них. Всего через несколько недель Сиси и Джей присоединились к семье. Несмотря на то, что они всегда хотели иметь большую семью, воспитание двух пар близнецов – это огромный вызов для любой пары. Но была причина, по которой они не могли принять другого решения. Кэрри объяснила журналистам, что решение было непростым, но его необходимо было принять, чтобы не разделить детей.
Это было непросто, мы сами пытались забеременеть. Но они были братьями и сестрами, так что это определенно было частью нашего рассмотрения. Мы хотели, чтобы они были вместе, рассказала Кэрри журналу «Таймс». Но жизнь преподнесла им сюрприз. Несмотря на то, что в семье у них теперь царила неразбериха, Кэрри и Крейг по-прежнему хотели иметь собственных детей и надеялись, что однажды произойдет чудо, несмотря на то, что им сказал врач. Затем, всего год спустя, Кэрри почувствовала то, о чем никогда не думала. Она накинула пальто и попросила Крейга отвезти ее к врачу. Когда врач вернулся с документами, он молчал. Затем он повернулся к Крейгу и велел ему покинуть палату. Кэрри была смущена и напугана, но когда доктор поднял глаза и произнес 3 слова, от которых у нее по спине пробежали мурашки, она поняла, что, возможно, это к лучшему, что ее мужа здесь нет. Кэрри и Крейг очень нервничали. Они и представить себе не могли, что когда-нибудь смогут пройти тест на беременность. Поэтому при мысли о том, что результат может быть положительным, у них обоих защемило в животе. Положительный результат теста был настоящим чудом. Но то, что доктор сказал дальше, перевернуло их жизнь с ног на голову. Пара прыгала от радости, когда им сказали, что Кэрри наконец-то забеременела. Но по-настоящему большой новостью было то, что у них родилась еще одна пара близнецов. За одну ночь семья выросла из 6 здоровых членов до 8. И, наконец, у них появился собственный ребенок. У Качинских все шло замечательно, пока Кэрри не начала испытывать приступы боли примерно на середине беременности. Кэрри была всего на 5-м месяце беременности, когда сидела на диване, складывая одежду, и почувствовала, что у нее могут начаться схватки. И она, и Крейг отчаянно беспокоились, что что-то может быть серьезно не в порядке. Крейг помчался домой, посадил Кэрри в машину и как можно быстрее отправился в больницу. Но они боялись, что могут не успеть вовремя. Как только Кэрри попала в больницу, врачи поняли, что им нужно действовать быстро. Кэрри потребовалась бы срочная процедура, если бы близнецы появились на свет так рано. Они попросили Крейга покинуть палату, чтобы у врачей было место для работы. Отец 4 детей ходил взад-вперед по приемной. Затем хирург обратился к отчаявшемуся отцу с новостями. Несмотря на то, что они появились на свет преждевременно, Кэрри с облегчением увидела, что врачи успешно помогли появиться на свет их крошечным, но здоровым малышам. Семья снова пополнилась еще 2 детьми, и они были невероятно счастливы. Несмотря на то, что они и не мечтали, что когда-нибудь станут родителями 3 пар близнецов. Но тот факт, что у пары теперь 2 собственных детей, это даже не самое большое совпадение в истории Качинских. Хотя в это может быть трудно поверить, окончание этих 6 недель стало совершенно особенной датой в календаре. Это было 28 февраля, что означало, что у всех 3 пар близнецов был один и тот же день рождения. Вероятность этого крайне мала, но это сделало клан Качинских еще более особенным и уникальным. В то время некоторые считали, что от выживания новорожденного зависит многое. В конце концов, они родились всего на 25-й неделе беременности, и на момент родов малыши весили всего 1 фунт 6 унций. Они были немедленно доставлены в специальное отделение интенсивной терапии новорожденных, поскольку нуждались в особом уходе, а также в хирургическом вмешательстве. После нескольких недель тяжелого пребывания в отделении интенсивной терапии у младенцев начали проявляться признаки улучшения. Несмотря на многочисленные операции и перенесенные вирусные инфекции, близнецы чувствуют себя лучше и набрали 1,5 килограмма. Их состояние остается стабильным, но они находятся в критическом состоянии из-за того, что родились преждевременно. Несмотря на то, что у них было много работы дома, и Кэрри, и Крейг старались как можно чаще навещать девочек-близняшек в больнице. Кэрри раз в день наведывалась в детскую больницу Висконсина. В то же время Крейг навещал девочек 3 раза в неделю, когда у него было свободное от работы время. Качинские очень религиозны, регулярно молятся и глубоко верят в Бога.
Тот факт, что все 6 детей родились в один и тот же день, по их мнению, доказывает, что все это было частью Божьего плана. Сиси и Джей Джей родились 28 февраля 2013 года, Адалин и Кенна 28 февраля 2014 года, а Кэролайн и Кларисса 28 февраля 2016 года. Как рассказала Кэрри журналу «Таймс», мы считаем, что это определенно предначертано судьбой, чтобы у нас были все дети. Это просто Божий способ сказать, что я дарю вам этих детей в качестве благословения. И я собираюсь сделать это интересным и веселым для вас, родив их всех в один день. Просто все произошло как-то внезапно. Нельзя слишком суетиться из-за этого. Ты просто пытаешься потушить большие пожары и надеешься, что маленькие пожары не будут слишком серьезными.